Всем доброй ночи. Давно мы с вами не говорили на нашем любимом суахили. Как ни странно, но работы вуду получаются у людей, которые очень-очень далеки от африканских кровей, но получается очень быстро и очень сильно. Хочу вам сказать, что магия вуду, направление вуду, кстати, у меня есть целая лекция вуду. Если интересно, откройте, послушайте, чтобы понять, что это за силы, за духи, к кому мы обращаемся. Так вот, магия вуду – это все-таки та ветвь магии, которая требует к себе стопроцентной веры. Вот если другие, скажем так, направления магии – веришь, не веришь, в любом случае берешь, делаешь уважительно и получается, то вуду имеет такую особенность, в нее нужно верить. То есть не сомневаться, если это вам помогло, не допускайте мысли, а вдруг это было случайно, может, совпало, как обычно люди говорят, да? Как говорится, чего стоит услуга, которая оказана. А может, совпало, а может, так получилось. Нет, нельзя этого допускать, потому что эти силы очень ревнивые, очень обидчивые. В начале пути у меня были такие мысли, когда я начитала кое-что, и у меня получилось одно очень сложное дело, и очень быстро разрешилось, собственно говоря. И я иду по дороге и думаю, неужели эти пару слов что-то поменяли на самом деле? Может, так должно было быть, может, так было суждено. У меня тоже были сомнения. Вы думаете, у меня такого не было? У меня просто эти сомнения исчезли окончательно через много лет работы, когда я просто поняла, что совпадений в этом мире не существует. Это как беременность, когда ты ждешь ребенка и думаешь, правда ли там ребенок? Неужели там живая плоть, особенно если это первый ребенок? И вот начинаешь убеждаться в этом, что ты беременна, и ощущать это особенно сильно, когда у тебя растет живот, округляется, когда он начинает биться. Вот начинается, у тебя все сомнения исчезают, что да, действительно там кто-то есть. Когда уже рождается, приносит и отдать тебе в руки этот кулечек, который день и ночь не дает тебе спать, по крайней мере, 2 года ты не спишь практически. Вот тогда ты убеждаешься, что это точно был ребенок. То же самое магия. В начале пути практик или просто человек, который берет, проводит, он всегда сомневается, это нормально. Это вполне нормально. Я всегда люблю покорять скептиков. Я говорила об этом. Люди, которые всем подряд кланяются, и, как там говорится, и Богу молятся, и черту кланятся, и в мечеть ходят, и в Будду верят. Такие люди, они, как бы сказать, не имеют никакой ценности. Для них всем сказать низкий поклон, спасибо, благодарю, ничего не стоит. И когда в форумах смотришь, они всем подряд это пишут, ты понимаешь, что это, то есть их слово ничего не значит. А вот когда человек скептик, когда человек не верит в это все, говорит, вы знаете, я не делаю ритуал, я просто прихожу, мне вот интересны ваши лекции, я слушаю, мне как бы приятно, а потом в какой-то момент, так бывает, что в каком-то вопросе ты помогаешь, и человек убеждается в том, что магия существует, и что ты чем-то обладаешь. И вот это вот самое ценное на самом деле, когда в тебя верит тот человек, который, не будет верить всем подряд. Покорить, как мужчина покоряет недоступную женщину, да, только уважающий себя мужчина и сильный мужчина. Потому что любую там шалашовку на улице, которая за копейки готова с тобой пойти в кусты, покорять как-то азарта нет. Она и так согласна. Вот то же самое в жизни. Всегда стремитесь к вершинам, всегда стремитесь быть первыми, лучшими. Это здоровое тщеславие, это оправданное тщеславие. Тщеславие дает человеку возможность стараться больше, быть впереди. Потому что я хочу быть лучшим. Я не хочу быть посредственностью. Я не хочу быть, как-нибудь. Здесь могу, тут не могу. Нет, если я выбрала эту профессию, я в этом хочу быть лучшим.
Так что, с одной стороны, тщеславие, конечно, хорошо, но к тому, что вот в этом случае вуду нужна стопроцентная вера. Ну, это не значит, что вы должны сидеть. Нет, я верю, вот надо заставить себя верить. Нет, просто не допускайте сомнений в этом случае. Потому что это сработает в любом случае. И когда оно сработает, не допускайте мысль, а действительно ли вот, а может просто совпало. Нельзя. Они вот, в отличие от других сил, они очень ревностно относятся к предоставленным своим услугам, можно так в этом случае сказать. И вот я тоже так подумала когда-то, ну неужели пару слов действительно решили эту проблему? А может, так должно было быть? Может, совпало? Я за это расплатилась, да. Кровью. Во-первых, меня укусила то ли пчела, то ли шершень. Хрен его знает, что это было. Раздуло всю. Во-вторых, потом упала. Прям больно ударилась. И я поняла, что все, больше такого быть не должно. Меня предупредили. Поэтому вуду – это сильные работы. И обычно они подходят, в принципе, каждому человеку. В этом случае, вот сколько я вам дарила работы вуду, да, все, в принципе, довольны. Помогает очень быстро и сразу на разные случаи в жизни. Чаще всего стараюсь дать вам защиту вуду, значит, и призыв удачи, как ни странно. Вы знаете, черная раса, если так подумать, которая оказалась в рабстве долгие века, история страшная, и когда вы смотрите на африканские племена, из-за чего эти люди уродовали себя, вот эти все... потом это стало традицией. Эти все, значит, блюдца в губах, там, в ушах. Уродовали своих дочерей, чтобы их не украли, не забрали в рабство. И в рабство продавали сами короли, сами императоры, сами, значит, вожди племен. Понимаете, страшно, когда человек не любит свой народ и готов ради денег вот так вот ужасно себя, значит, поступить ужасно со своим народом. Вот. Но этот народ выжил и добился многого вне своей родины. У, значит, рабов, которые работали в плантациях, не было возможности просить и молиться своим богам. За это наказывали, насильно окрестили их в христианство. Буквально смертная казнь была за то, что, если бы узнали, что они обращаются к своим богам, к своим силам. И они, есть такая маска вуду, называется. Святой Патрик – это Легба. Дева Мария – та же самая черная Мадонна. Монсеррат, по-моему, если я не ошибаюсь, так и называется. Как-нибудь я про нее тоже расскажу и объясню, кто она. Она не есть Мария, родившая Иисуса. Это совершенно другое. Это пришло из Сантереи. Сантерея – это смесь вуду, католицизма. В общем, все это там очень много направлений. И, как правило, жрицы Сантереи, служительницы худу, тоже это смесь католицизма. Но худу – это еще смесь католицизма, значит, вуду и, значит, традиции перуанских народностей, вот Чили. Понимаете, вот это вот такая горючая смесь. И вот на этих алтарях Сантереи или худу вы можете увидеть все на свете. Святая Мадонна, Иисус, значит, Легба, Санта-Муэрта, смерть, да, любые святые, там, прям пестрые алтари, вот чего только там нету. Это все считается нормально, и это все духи вуду и
другие духи, которые смирились и вместе работают в этом направлении. Это новое направление, по сути. Она возникла в начале XIX века. Они все как бы имеют место быть. Со временем ведь эти силы, они, как бы сказать вам, настраиваются на этот лад, понимаете? Вот как, например, в России перенесли, да, Новый год на зимний период. И вот эти силы, эти праздники, эти духи, они настроились, они, как бы сказать, подстроились под это время, приходят в это время получить. Тем более, если эти праздники постоянно веками начинают праздновать, то, естественно, это время уже все время обогащает, питает их вот энергией людей. Праздник – это, по сути, дань. Что такое праздник? Это дань богам. Это издревле пришло. Люди собирались, веселились, радовались. Вот они отдавали вот эту вот энергию силам. В честь них праздновались. Были разные праздники. Бывали праздники, например, в честь богов любви, да, предположим. Вот энергию секса отдавали, да, сношений и все такое. Энергию мужчины и женщины отдавали богам любви. У всех свои праздники были, черные такие, не очень веселые праздники, когда приносились человеческие жертвоприношения в древние времена. То есть это все имело место быть и существовало, и сейчас существует, просто в малых количествах. Раньше было, конечно, как бы это более так. Не мешали, собственно говоря, религиозные лидеры. Религии тогда и вообще не существовало, и очень многое происходило. Почему-то принято считать, что именно язычество – это что-то такое страшенное. Нет, может быть, современные боги и напрямую человеческие жертвы как бы не требуют, но учитывая ради них, сколько тысячелетий идут друг на друга войнами, можно сказать, что эти человеческие жертвы отдаются в любом случае немножко в другом контексте, знаете, более, как бы сказать, чинно и благородно звучит, да, во имя Бога идем, вот о чем речь. Так вот, и вот эти вот рабы привезенные, они, обманывая священнослужителей католических, как бы молились Деве Марии, молились Ошун, молились святому Патрику, а просили у Легба и так далее. У них у всех были христианские маски, так назывались, силы Вуду. Собирались вместе тайком и, значит, опускали венки в реку и отправлялись к матери Африки. Был такой праздник. Вначале, конечно, было под запретом, потом, когда их освободили, начали уже как бы более открыто это все праздновать. И до сих пор есть в Америке у черного населения есть вот этот праздник Мать Африка, когда они отправляли свою тоску, любовь к матери Африки. Вы представляете, каково было этим бедным людям жить на самом деле, когда их детей продавали в рабство, разлучали, с ними творили самые страшные вещи, обращались как к скотине и похуже. И, может быть, они выжили, не может быть, а наверняка выжили только благодаря своим верованиям, что они обращались к ним и не теряли надежды, что рано или поздно они будут свободны. Может, именно поэтому вот эти силы, они требуют к себе уважения и беспрекословной веры, то есть доверия, и тогда они помогают. Итак, ритуал на суахили. Набирайте воду, начитывайте на эту воду, начитывайте много раз, до того момента, пока вот вы сели, значит, поставили вот эту чашу с водой, начитали. Я постаралась медленно произнести, но как бы в реалистичном варианте, без, то есть с теми звуками, которые есть в этом языке. Но я думаю, что хэканье не так уж сложно, да, для нас. Вот. Начитывайте столько раз над водой, над чашей воды, пока у вас голова не начнет кружиться. После чего берете эту воду, немного выпивайте, 1 глоток. Далее начинайте прыскать этой водой весь дом,
Поэтому наберите так здоровую чашу, чтобы хватило. Просто по всем комнатам, ну вот несколько углов комнаты попрыскали. И остальную воду нужно вылить за порог. Если вы живете в квартире, значит, рассчитывайте, возьмите столько воды, чтобы по всей квартире пройтись, и чтобы немного осталось, вылить на вот это вот, например, что там, коврик или что на коврик. Открывайте дверь и выливайте за порог. Вы призываете, то есть вы создаете некую связь. Вот заманиваете эту силу, дух, богатства и денег в свой дом. Время от времени начитайте, если вы хотите, например, сделать большие покупки. Оно резко помогает. Вот в чем разница между заговором и ритуалом. Вот ритуалы, они как бы и совершаются на долгий срок. Заговоры, они начитываются в этот момент. Вот нужна защита, нужно там начитать, чтобы обморочить, чтобы человек там тебя не заметил, например, или ты опоздал, чтобы тебе там никакого замечания не сделали. Вот ты начитала, все, заговор возымел свой эффект, он выполнил то, ради чего ты призвала, и на этом все. А ритуал, он, конечно, надолго. Здесь как бы такой несложный ритуал, но повторить стоит время от времени, например, раз в неделю начитать, для того, чтобы, например, суметь накопить ту сумму денег, которая вам необходима. Вот вы решили какую-то крупную покупку, вот какой-то дом еще один хотите купить, машину, что-то еще. Начитывайте время от времени, усиливая свою денежную силу и заманивая в дом, значит, силу денег, дух денег. Итак, заговор в конце я прикреплю, я иногда просто отдельно делаю, потом как бы склеиваю, чтобы так удобнее просто сразу же. Или, ну, то есть, а что и как делать, да, каким образом, я уже вам объяснила, я думаю, вы поняли суть. Несложный ритуал, как правило, африканские ритуалы, они, ну, есть, конечно, сложные, где нужно достать определенные ингредиенты, очень редкие, но это редких случаях. В основном это аскетичные, потому что все-таки они богатством особо не обладали, такими великими, но эти работы, эти ритуалы, обращения помогали им выживать, что немаловажно в их, скажем, странах и в той ситуации, которая постоянно была в Африке, создана искусственно, конечно, но в любом случае. Итак, на воду начитали, пока у вас не будет ощущения, что немножко так зашатало вас, что вот как бы вы ослабли, дочитайте. Потом глоток выпейте, сразу вам станет легче, сразу вот это головокружение пройдет. И остальную воду попрыскайте по дому, а все, что останется, вылейте за порог. Все. А эффект, конечно, как всегда, вас удивит. Итак, заговор. Нахимиза нюмбани квако, бахатин зури, нгуву я песа, похо я утаджири, натака куагелия, катика тхахабу, катика алмаси, катика фетха, катика песа, похо я утаджири, нджоу, накуиши катика нюмба янгу, иве хивио. Нахимиза нюмбани квако, бахатин зури, нгуву я песа, похо я утаджири, натака куагелия, катика тхахабу, катика алмаси, катика фетха, катика песа, похо я утаджири, нджоу, накуиши катика нюмба янгу, иве хивио. Нахимиза нюмбани квако, бахатин зури, нгуву я песа, похо я утаджири, натака куагелия, катика тхахабу, катика алмаси, катика фетха, катика песа, похо я утаджири, нджоу,
na kuishi katika nyumba yangu iwe hivyo. Nahimiza nyumbani kwako bahati nzuri, nguvu ya pesa, poho ya utajiri. Nataka kuogelea katika dhahabu, katika almasi, katika fedha, katika pesa, poho ya utajiri. Njoo na kuishi katika nyumba yangu iwe hivyo. Nahimiza nyumbani kwako bahati nzuri, nguvu ya pesa, poho ya utajiri. Nataka kuogelea katika dhahabu, katika almasi, katika fedha, katika pesa, poho ya utajiri. Njoo na kuishi katika nyumba yangu iwe hivyo. Nahimiza nyumbani kwako bahati nzuri, nguvu ya pesa, poho ya utajiri. Nataka kuogelea katika dhahabu, katika almasi, katika fedha, katika pesa, poho ya utajiri. Njoo na kuishi katika nyumba yangu iwe hivyo. Nahimiza nyumbani kwako bahati nzuri, nguvu ya pesa, poho ya utajiri. Nataka kuogelea katika dhahabu, katika almasi, katika fedha, katika pesa, poho ya utajiri. Njoo na kuishi katika nyumba yangu iwe hivyo. Nahimiza nyumbani kwako bahati nzuri, nguvu ya pesa, poho ya utajiri. Nataka kuogelea katika dhahabu, katika almasi, katika fedha, katika pesa, poho ya utajiri. Njoo na kuishi katika nyumba yangu iwe hivyo. Nahimiza nyumbani kwako bahati nzuri, nguvu ya pesa, poho ya utajiri. Nataka kuogelea katika dhahabu, katika almasi, katika fedha, katika pesa, poho ya utajiri. Njoo na kuishi katika nyumba yangu iwe hivyo.